Всем привет! С вами Карина Загоскина, королева зефирных букетов. Прошу прощения за опоздание, у меня тут переписки бурные происходят по поводу моих сотрудников, поэтому я опаздываю. Что тут у меня на голове? Я тут очень по-домашнему, в маечке баскетбольной. Завтра я уже лечу в Москву, наконец-таки домой. А эту неделю я провела в Самаре, в тишине и покое. Занималась разработкой онлайн-курса своего, наконец-таки, который стартует. Давайте сейчас будем знакомиться. Добрый вечер еще раз. Напишите, пожалуйста, кто меня знает, кто видит в первый раз. Тема сегодняшнего эфира у нас подсолнух из зефира. Сейчас я вам его зафигачу сюда в прикрепленные. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, подсолнух. Из зефира. Прекрасно. Прикрепить комментарий. Ну, что вам сказать, дорогие мои друзья? Хочу вам похвастаться, прежде чем начать по делу с вами общаться, хочу похвастаться тем, что наконец-таки свершилось, что очень долго ждали, многие ждали уже год. Я запустила онлайн-курс, сейчас идет продажа. Объявления о продаже моего курса на моей страничке еще нет. Только для тех, кто приходит на марафоны смотреть меня, я делаю им спецпредложение о предпродаже до 1 декабря моего курса онлайн со скидкой 20%. Не забывайте, кто... Карина, у вас же сегодня был марафон. Где, подскажите? Девчонки, давайте так. За своими марафонами я не слежу. Достаточно того, что я трачу на них время, большое количество времени, я трачу на них свой ресурс. Я рассказываю вам бесплатно такие вещи, которые вам никто не расскажет. Поэтому будьте так любезны, отслеживайте марафоны мои сами, следите за ними сами, общайтесь с организаторами марафонов по поводу рецептов, времени проведения и прочего. Я говорящая голова, которая говорит вам очень полезные вещи. Я королева зефира. Если кто-то сомневается в том, что я королева зефира, могу сейчас вам это совершенно спокойно доказать. Хотите? Сейчас я вам покажу. Я не просто так в Самаре сижу неделю. Я целых 9 месяцев не делала букеты. И позавчера я сделала таки букет свой, который я сейчас покажу вам. Кроме вас, никто еще этот букет не видел. Ну, если не считать девочек моих студенток, но они не считаются, они особо приближенные к государыне. Смотрим, внимательно смотрим, очень внимательно смотрим. Как вам букетик? Это все зефир. Посмотрите, какие розочки.
Что там, кто там? Кто там не королева, я не поняла вообще. Этим букетом я открываю старт продаж своего онлайн-курса. Вот такой вот букетик. Далее. Еще я вам покажу букет. Этот букет сделан для демонстрации. Это у нас цветы с экспресс-курса однодневного очного. Чего там, бляха-муха? Вот, еще одна. Пироженка DP. Если вас зависть раздирает, вы можете валить. Пожалуйста, без таких комментариев у меня, как говорится на странице. Вот этот букетик. Это у нас анонс очного курса однодневного, где мы будем делать 5 цветов. Вот такой букет. Вот. Вздрючили, да, меня уже с вечера. Звезды. Розовые веточки тоже зефир, да. Хотите научиться делать такие букеты? Приходите ко мне на обучение. Сейчас уже отмазки не принимаются. У меня не только очные курсы, у меня еще и онлайн-курсы. Все, девочки, теперь, если вы не пришли ко мне учиться, значит, вы просто халявщицы. Ну, я понимаю, конечно, это я утрирую, я понимаю, что ситуации бывают разные, обстоятельства бывают разные, но если вы реально хотите научиться делать красивые зефирные букеты, цветы, то приходите ко мне на курс. Будьте так любезны, не ленитесь. Это будет полноценное обучение, это не будет сборником видеоуроков, которые вы просто просмотрите и останетесь ни с чем. Это полноценное обучение, которое рассчитано на срок от месяца до 2 месяцев. Все зависит от наполненности курса, от тарифа. Их у меня 3. Так, добрый вечер. Онлайн у меня в 3 ценовых позициях. Light стоимостью 10 тысяч. Это то же самое, что и мой очный курс, который я вела последние 9 месяцев. Там 11 цветов, зелень, 3 рецепта зефира, упаковка букета, монтаж. Вкусы в букете, конечно, разные. Естественно, вы можете делать не только каждый цветок разного вкуса. По моей технологии вы можете делать каждый лепесток разного вкуса, если вы этого хотите прям очень сильно. Итак, значит, Light – это тот вариант, который сейчас у меня очный, потому что в очный курс, к сожалению, огромное количество цветов и много информации загрузить нельзя, но я стараюсь, девочки, кто у меня учился, могут это подтвердить. Стандарт, он стоит 15 тысяч рублей. До 1 декабря на все курсы скидка 20% при условии полной оплаты. Там у нас 24 цветка, 6 видов, 6 рецептов зефира по классической и по заварной технологии. Там всякие разные зефирчики. Не только вкусы, но и разные приблуды, то есть способы приготовления не только на варенье, джеме, там и на пюре, и на других компонентах, там таких как на соке, с сиропом ароматизированным, если вам нужен какой-то экзотический вкус, там, я не знаю, мохито, например, или что-нибудь еще. Вот, значит, бонусы у каждого курса есть. У курса Light он идеально подходит для новичков. Там у нас бонус корзинка с грибами. У курса Стандарт там у нас новогодний букет.
с варежками вязаными. Это очень мило. Скоро будут фотки у меня в инсте, можете посмотреть, как это круто. Дальше тариф VIP, где уже обучение провожу, то есть если вы в тарифе Light и в тарифе Стандарт учитесь в группе, ваши задания проверяют кураторы, а я проверяю только задания каждого блока, то есть после недели обучения. Каждый день, каждый урок ваши задания проверяют кураторы, мои обученные специальные люди, которые не пропустят ваших ошибок. Вот, а тариф VIP, задания проверяю я, консультации я провожу, плюс еще я провожу, значит, настраиваю под ваш миксер белковый заварной крем, настраиваю зефир онлайн, с помощью онлайн эфира персонального. Так что он стоит 30 тысяч рублей, там 36 видов цветов, срок обучения целых 2 месяца вы будете учиться. Поэтому, кому интересно, я так вкратце рассказала, более интересно, более подробно вы можете узнать у меня, написав мне на страничку, вот здесь вот подпись, внизу название моего аккаунта, приходите, будет очень интересно. Не знаю, надо куда-нибудь поставить этот букетик. Этот букет сделан, есть прототип его, живой букет. Этот букетик сделан по прототипу живого букета. Вот такой вот. Это самые крутые варианты. Это VIP букеты. Стоимость их от 10 тысяч рублей такой букет заказать. Если вы хотите, чтобы у вас были клиенты на такие букеты, добро пожаловать ко мне. Вот такие букеты попроще, цветочки, более такие зефирные они. Здесь, видите, есть у нас георгин, авторский пион в корейской технике, гортензия, роза, ранункулюс, анимончик, хризантемка. Вот это новая упаковочка, которая, кстати, мне она не нравится, но что поделать. Мода есть мода. Это анонс очного курса, однодневного. У кого нет времени сходить на 2 дня, приходите на 1 день, мы с вами сделаем 5 цветочков, самых топовых, самых красивых. Итак, тема сегодняшнего нашего эфира это, господи, подсолнух. Вот, кстати, тут оставшиеся анимончики у меня лежат. Такие вот. Что я сделала? Я сделала заготовки. Онлайн-курс есть. Да, сейчас стартовали продажи. Есть онлайн-курс. Приходите учиться ко мне на онлайн-курс. Те, кто не может приехать, либо там вырваться из дома, приходите, я жду вас. Пожалуйста, за границей, пожалуйста. Другие города отдаленные, и поселки, села, прошу прощения, деревеньки, пожалуйста, приходите ко мне. Для нашего с вами подсолнуха нужно сделать заготовки. То есть у нас подсолнух, я долбилась как-то, помните, с серединками. Для зефира, конечно, тыкать эту серединку не очень комфортно. Поэтому что мы делаем? Я взяла вот такие вот штуки, самые элементарные для леденцов. Они стоят копейки, практически во всех кондитерских магазинах они есть. Залила в них шоколад. Хотите, залейте темперированный шоколад, хотите, залейте глазурь. И купила посыпки в кондитерском магазине, просто черные шарики и вот такую вот шоколадную крошку. Это тоже все продается. Решила попробовать 2 варианта. Сверху посыпала их вот такими вот шариками, либо вот такой крошкой. Сделала вот такие вот заготовочки. Вот эти заготовки нам будут нужны сегодня для зефира. Все мы прекрасно знаем, что зефир очень любит шоколад. Зефир с шоколадом сочетаются прекрасно. Поэтому это отличная идея, я считаю, сделать таким образом с серединки. Я сначала пыталась сделать шоколад из зефира серединки, потом покрывать их шоколадом, но это геморно, муторно и не очень весело. Тут
толстый слой шоколада получается. Можно сделать потоньше, ну просто мне, ну как бы не критично. Гибискус. «36 цветов, девчонки. Куда еще? Какой нахрен гибискус? Извините, пожалуйста, просто мне что-то... То ли сахар упал, то ли что. Доработалась я, меня аж потряхивает, поэтому я буду лопать мандарин. Итак, давайте поподробнее о наших инструментах и ингредиентах. Мой зефир получается у всех, если вы внимательно меня слушаете и делаете то, что я говорю. Поэтому слушайте то, что... я тут весы не принесла, сейчас секундочку. Поставлю вам цветочки, любоваться. А сама пойду за весами. Все, налюбовались? Убираем в сторону. Итак, нет, тут им точно не место. Что-нибудь я с ними сделаю. Весы я принесла. Так, хорошо. Значит, я слушаю каждое слово Карины и сразу начала делать потрясающий зефир. Вот. Больше не надо никаких слов. Так что зефир можно научиться, следя за моими прямыми эфирами. Хотите крутые цветы, реалистичные крутые зефирные цветы делать, приходите ко мне на курс. Итак, курс он очный и онлайн. Оба варианта есть. Записывайтесь и туда, и туда. Значит, нам нужны весы, обычные, бытовые, электронные подойдут. Ковшик обычный, кухонный подойдет. Плита у меня индукционная. У кого не индукционная, ничего страшного. Просто приспосабливайтесь сами. Что мы сейчас делаем? Первым делом, что нам нужно сделать, это сварить сироп. Сироп мы варим сначала, активируем желирующие свойства агара. Для этого мы с вами наливаем холодную воду в сотейник в наш. И затем кладем агар в холодную воду. Только агар и вода. И больше ничего. Вот такой супер-пупер мешалочкой. Размешиваем все в ковшике и ставим на плиту на среднюю мощность. Дальше нам нужно взять... Карина, вы в Германию на очные собираетесь? Собираюсь на следующий год. Не скоро, ближе к лету, либо к осени. Пока у меня другие планы. Пока мне нужно написать охрененный, записать онлайн-курс, который вот сейчас я открываю на него предпродажи. Вот, так что приходите ко мне на онлайн-курс, он шикарный. Затем мне нужно учить народ, который захочет приходить ко мне учиться онлайн. Не все же ходят по прямым эфирам. Так, наливаем белок. Что нам нужно знать о белке? Наш белок должен быть взбит до жестких пиков, прежде чем нам вводить туда сироп. Жесткие пики, прежде чем мы добьемся жестких пиков, нам нужно сначала начать взбивать белки на средней скорости миксера. Это обязательно. То есть мы с вами не фигачим сразу на полную мощность, а на средней скорости миксера аккуратненько начинаем взбивать. После того, как мы взбили в мыльную пену, либо добили до мягких пиков, только после этого мы начинаем с вами прибавлять скорость. И тоже не увлекайтесь, так как можно все перебить. Если у вас миксер мощный, вам нужно прибавить 1-2 скорости. А если же миксер слабенький, тогда можете включать на полную мощность.
Я сейчас использую вот такое вот повидло Махеев, потому что я разленилась окончательно, и мне вообще не хочется даже протирать это варенье. А так как Махеев уже протертый, я его просто из банки кладу в дежу свою, в чашу миксера, и начинаю делать зефир. Протирать мне еще не хватало. Далее я кладу в свой зефир лимонную кислоту, но на качество зефира лимонная кислота не влияет никак. Это просто для вкуса, не более того, потому что соотношение в цветочном зефире повидла и белка другое, оно отличается от соотношения в обычном зефире, поэтому тут меньше повидла, меньше запаха, вкуса, аромата, поэтому, чтобы хотя бы был не пресный зефир, я добавляю туда кислинку. Все, ставлю нашу чашу миксера, подсоединяю венчик и поехали дальше. Пока я с вами болтала, у нас сварился гель. Это я напомню еще раз, это была холодная вода и агар. Теперь он выглядит, видите, какой густой. И именно вот до такой консистенции. Если вдруг я потороплюсь и забуду сейчас вам заострить внимание на сиропе, уже сироп с сахарами, нормально готовый сироп для вливания в зефир, в взбитый белок, он выглядит тоже вот так. Вот такие сопельки должны стекать с венчика. Мы не варим по времени, ребята, мы варим только по состоянию, по консистенции. Сироп глюкозы я прикончила вот на те цветы, которые я вам показывала, поэтому мы сегодня варим сироп без глюкозы. Глюкоза уменьшает количество, сладость. Поэтому мне сейчас этот зефир все равно не есть. Я его выброшу, к сожалению. Поэтому мне здесь просто сахар. И для начинающих, те, кто только пробует делать зефир, не обязательно метаться по магазинам, искать сироп глюкозы. Сделайте на сахаре, ничего не изменится. Вы не будете хранить этот зефир в неделю. Ваши домашние его сметут в этот же день, как вы его сделаете. Поэтому не заморачивайтесь. Итак, я ставлю на огонь, на плиту. По поводу миксера, по поводу техники. Какая должна быть техника? Вы прекрасно можете сделать зефир и обычным миксером с двумя венчиками. Ничего страшного не произойдет. Просто нужно будет взять меньше порцию. Если у вас есть обычный планетарный миксер, вы можете взбивать и делать этот зефир, этот рецепт в обычном планетарном миксере. Вы справитесь, все будет хорошо. Главное не паниковать, набраться терпения и не дергаться раньше времени, а четко дожидаться жестких пиков, доваривать сироп до нормальной консистенции и вливать его таким образом, чтобы ваши жесткие пики не поплыли. Если ваши жесткие пики начинают плыть, вы либо прибавляете скорость, либо уменьшаете скорость вливания сиропа. Итак, наш сироп закипел, я включаю миксер. У меня миксер с подогревом для того, чтобы с вами болтать и не спеша делать зефир, цветочки. Я ставлю подогрев 60 градусов. Собака, что не работает. Вот, сироп у меня закипел, я его периодически помешиваю. Сейчас. Чтобы было видно и сироп, и чаши. Так. Все у нас
нагревается, варится. Сироп уже наш готов. Еще немного дам ему повариться. Я сейчас еще скажу про гарнитуры, чтобы вам это меня лучше слышно, потому что вам ни хрена не будет. Поэтому я собираю вещи сегодня вечером. Слышно меня хорошо? Так, Карина Матеева в Германии нет. Какой должен быть джем по составу? Сахар, пектин, может быть лимонная кислота и ягоды. Главное, чтобы не берите, можно как попробовать, но лучше не берите сначала апельсин, инжир, не берите, попробуйте яблоко, клубника, персик, они взбиваются хорошо. Вот как мне ехать к вам в Германию, если там нет Матеева? На чем я там буду делать свой кефир для группы? Это ж надо придумать, надо приехать в Германию, пожить там недельку, освоиться, попробовать то варенье, все варенье. И только потом начинать. Давайте, девочки, найдите мне там хорошее варенье, которое недорогое и банками продается большими ведрами там от килограмма. И тогда приеду. Итак, смотрим сироп. Наш сироп готов. И наш белок тоже готов. Сейчас начнем вливать. Девчонки, я пока не вижу ваши комментарии. Все, эфир у меня сбился.
Сейчас я меняю локацию. Меняю локацию. Сейчас я... Мне сегодня полночи вещи собирать. Полночи. Ужас. Так, ножницы тут уже валяются. Итак, нам для нашего подсолнуха нужны насадки листики. Вот всякие разные. Будем пробовать, которые листочки красивые. И вот такой вот насадка листик. Почему-то я его не взяла. Я не знаю почему. А он точно нам пригодится. Я в свой большой мешок накладываю зефир. Китайские красители у меня в бутылке. Так, что тут у нас пишут хорошего? Ладно, пока пишите вопросы. Я пока работаю, сейчас, делаю без ассистентов эфиры. Скоро, наконец-таки, это кончится. Я буду эфиры проводить не одна. И тогда буду параллельно с вами болтать. А сейчас мы начинаем КВН. Пачкаем гвоздь, приклеиваем бумажку и делаем основание для подсолнуха. Попробуем один вариант, когда мы сначала основание приделаем, а потом будем делать лепестки. А второй вариант, когда мы сначала сделаем лепестки, а потом приклеим основание. И посмотрим, который лучший вариант. Но в любом случае основание нам нужно. У нас всего 5 подсолнухов. Пять оснований. Ой, а у меня сердце болит. Завтра концерт Моргенштерна в Москве. Я так хочу на концерт Моргенштерна, а там только билеты в танцпол. А меня там просто разорвут на этом танцполе молодежь, которая будет слэмиться. Поэтому я посидела бы, как старушка, за столиком, посмотрела бы на то, как Морген колбасится. Но, увы. Итак, насадку, листик взяли, пришлепнули серединку и под 45 градусов упираем насадочку и делаем лепесточки. Сделали один пока ряд лепесточков и отложили в сторону. Так, второй вариант мы делаем без серединки. Так, сейчас я попробую поменять насадочку, посмотреть, лучше ли листики будут другой насадкой.
Я не знаю. Нет, этой насадкой листики мне нравятся не очень. Не пойдет. Возвращаемся к нашим баранам. Итак, самая хорошая насадка из моих 3 для больших листиков — это вот такая плоскенькая. Да, дорогой, да. Так, ну что ж, будем делать ей. Вот, у меня основания уже застыли. Проходим пока первый ряд. У подсолнухов я предполагаю, что у него несколько рядов листиков есть. Я прохожу один и даю возможность им застыть, чтобы поверху потом сделать еще ряд листиков. Солнышко, солнышко, вот. Так, вот эти вот у нас уже застыли, поэтому мы совершенно спокойно поверху делаем еще один ряд листьев, побольше. Вот, уже побольше. О, дунула называется. И, наверное, можно сразу еще один в шахматном порядке сделать, чтобы выглядел цветочек попышнее. Вот так. Да блин! Черт, взяла, дернула рукой и сверху полетели. Придется и здесь делать еще один ряд. Семен Семенович. Я, как вы обратили внимание, терпеть не могу красить зефир в массе. То есть в зефир я красители не лью. Мне не нравится. Мне нравится красить тонким-тонким слоем вот этим китайским красителем, потому что он практически не красит ни язык, ни пальцы. И поэтому я считаю, что он более безвредный, чем краситель пищевой, который потом фиг отмоешь от рук. Так, ну что ж, здесь уже пора клеить серединку. Вот. Вот так вот. Пара-па-пам-пам-пам-пара-пам. Здесь я сразу из середины начну вести листики. Слушайте, я вчера вечером смотрела такой шикарный фильм с Вупи Голдберг, такой добрый. Какие все-таки классные фильмы снимали в 90-е.
Блин, офигительные. Даже боевики были нормальные, блин. Сели, разумная, добрая, вечная. Не то, что сейчас. Какой-то сплошной вообще пипец. Вот наши подсолнушки лохматенькие. Слушайте, ну и так норм. Я бы не сказала, что есть большая разница. Большая разница. Между этими способами. Так что можете делать так, как вам больше нравится. Так, а теперь нужно взять насадочку вон ту маленькую и сделать такие маленькие лепесточки возле самой серединки. У подсолнуха такие есть. Вот такие масипусечные. Сейчас окрашу, посмотрите. Ну, наконец-таки мне нравится то, что я делаю в плане подсолнуха. Так, минус, конечно, в том, что у меня руки делают, глаза заняты, я не могу почитать ваши комментарии. Ну, сейчас будем потом попозже разбор полетов устраивать. Вообще хороший такой цветочек подсолнушек. Его тоже надо включить. Наверное, я его включу в очный курс. В онлайн-курсе у меня есть. Да, давайте поговорим. Еще раз проговариваю. У меня стартовал онлайн-курс. 3 варианта обучения. Месячное обучение, 12 видов цветов, 3 рецепта зефира. Полуторамесячное обучение, 24 цветка, 6 из рецептов зефира. И двухмесячное обучение, 36 цветов. И 10 рецептов зефира, и в заварной, и в классической технике. Всякие разные там зефиры есть. На сиропах, на соках, на всякой фигне, на мармеладе. В общем, из чего можно сделать только зефир, мы будем делать зефир. И именно цветочный. Бонусы в каждом уроке есть. Это еще там дополнительные всякие грибочки, букеты на Хэллоуин с глазами, с зубами, с кровавыми мозгами. Цветы кровавые мозги, цветы с зубами, цветы с глазами. Вообще огнище. Потом будете вздрагивать, просыпаться. Вот какой насадкой надо делать монстеру. Ой, монстеру говорю, господи. О, протею, я поняла. Я вчера делала протею, тоже ломала голову. Вот этой насадкой шикарной. Я тут просто пытаюсь увеличить лепесточки. Все, мальчишки и девчонки, заготовленные подсолнухи я сделала, но зефир у меня остался. Я его выбрасывать не хочу, поэтому
Я тут черный краситель придумала, сухой, поэтому мы сейчас с вами быстренько вот этой насадкой прям зафигачим серединку подсолнуха. Такую лохматенькую. Вот такую вот. И покрасим ее в черный. Это абсолютно безвредный краситель. Это черный какао. Черный какао. Никакой химии. Поняли? Поняли? И еще одну. Практически тоже шоколад. Вот я насыпала его в фиолетовую баночку и прекрасно крашу. Так, и еще мне нужно сделать кое-что. Сейчас, пока они застывают, я еще хочу сделать этот мелкоцвет, сухоцвет для своего букетика. Я вам просто направлю камеру. Ничего говорить я вам не буду, долго рассказывать. Сделаю быстренько этот сухоцвет. Шикардосный черный. Просто шикардосный. Так, нет, все-таки я хочу поменять насадку. Она у меня застыла уже. Она у меня застыла. Пальцем попрошу. Потому что уж больно красивые подсолнухи у нас получиться должны с такой шикарной серединкой. Черенькой. Кстати, можно купить в аптеке активированный уголь, помолоть на кофемолке и всыпать тоже в такую же баночку для красителей и распылителей. И будет обалденный тоже краситель. А все, уже схватывается зефир. Зефир уже схватывается, и кончики у нас не получатся острые. Ну, зато, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что подсолнухи тоже бывают, могут быть и такие. Все, тогда я оставляю. Сейчас быстренько я вам камеру направлю туда, или вот сюда поставлю, чтобы вам было видно. Это такой небольшой бонус, как сделать мелочевку, совершенно не зефирную. Так. Вот у меня здесь на противне окрашенная мелко молотая кукурузные палочки. Ну, не мелко молотые, они так крупненькие есть. Мне нужно сделать лохматки такие. Что я делаю? Я беру макаронину. Втыкаю ее в мешок и обмазываю зефиром. Потом придерживаю вот так вот макаронину и делаю веточки. Ай. Всем видно.
что я делаю. Следующее. Макаронины. Потом веточки. Я не знаю, как это растение называется, но его вот в букетах используют. Оно, конечно, совсем не так выглядит, как у меня здесь. Ну, извините. Мне таких тоже норм. Вот кто вас еще такому научит, как не мамочка, а? Пам-пам-пам-пам-пам. Красивенько же. Ай-яй-яй. Когда торопишься, всегда что-то происходит. Все. Этот зефир, к сожалению, на выброс. Так, теперь что мы делаем? И сверху все это дело посыпаем. Чтобы пока он липкий, все это к нему приклеилось, к нашему зефиру. Главное, чтобы мне хватило этих посыпушек. Я мучилась 2 дня, придумывала, как это сделать. Из шоколада пробовала, но это очень хрупкое. Вообще, по идее, надо не макаронину, конечно, а шпажку обычную. И тогда это уже отличная конструкция будет, прочная. Но что-то я туплю и не делаю шпажки. Ну, не знаю, народ укусит и расстроится, если это будет шпажка. Вот, она уже застыла, можно поднимать и обсыпать. Девчонки, смотрите, может кто-нибудь еще додумается до какой-нибудь крутой штуки, глядя на мои вот эти вот мучения.
Может, вы что-нибудь еще круче придумаете, чем я. Это же очень вкусная вещь. Она очень вкусно пахнет палочками кукурузными. Красителя тут минимум вообще, крошки. И оно выглядит очень прикольно. За ночь оно высохнет до хрустяшки. И потом это можно будет лопать. О, отвалилось. Так, ну все, теперь это остываем сушиться. Ой, оставляем застывать, сушиться. А то вот эти веточки в букете, они какие-то хиленькие слишком. Вот эти вот. Поэтому я решила их переделать. Итак, пришло время подсолнухов. Красим желтым красителем сначала. Ой, закрыли. Всем видно, как я крашу. Не гигиенично дую. И потом оранжевым. В центре побольше. Тут подсолнухи на любой вкус получились. С лепесточками такими. С лепесточками сякими. Можно сначала оранжевым пройтись. Аккуратненько. Маленькие солнышки. Так, это вот недоделыш наш с серединкой, которая черным какао сделана. Но он тоже имеет право на жизнь. Такой вот недоделыш. А это вот такой лохмач. Тоже симпатичный получился. Можно и герберу делать так же. Взять тряпочку, так хоп-хоп, и протереть. Так, последний. И начну отвечать на ваши вопросы. Покажу вам всю эту красоту сначала. Фух, я устала красить эти цветы. Господи, боже мой. Сейчас наведу порядок на столе. Фронтальную камеру переверну на нефронтальную. И вы увидите, какие клевые на самом деле эти подсолнушки. Я сейчас подложку принесу, даже красивую. Красивую подложечку для подсолнушка. И мы их разбавим еще анимонами. Букет подсолнухи и анимоны. Прошу любить и жаловать. И у тех серединки. Какой чудесный ракурс. Ну что, смотрим.
на наши подсолнушки. Цацочка. Еще посмотрим на вот эти цветочки. Ай, красота! Посмотрите, какой ранункулюс. А какой пион. А какая роза. Приходите учиться ко мне. Будете делать такие же гортензии и лютики, и анимончики с шаричками. И вот какая красота. И тут вон еще сколько цветов. Целое море. Ешь не хочу. Ну что, отвечаем на вопросы? И все-таки я королева зефира, что не говори. Хоть и лохматая, замученная, но королева. Так, сейчас почитаю комментарии. Так, ага, гибискус был. Сейчас я найду ваши вопросы, а то я так мотанула назад. Так, слушают каждое слово и делают зефир, я читала. Поздравляю, я очень рада. Так. Одни только присоединяются, никто ничего не пишет. Я думала, тут вопросами меня закидали. Паника бывает, когда начинаешь отсаживать зефир, боишься, что он зазефирится. Девочки, чтобы не было паники, особенно, когда вы работаете с цветами. Господи, что у меня глаза такие разные? Начните отрабатывать в белковом заварном креме. Когда вы будете четко понимать, что вы делаете, вы не перестанете бояться цветка, тогда спокойно совершенно идите и отсаживайте. Карина, а рецепт и эфир и рецепт сохранится? Конечно, эфир я сейчас сохраню. Рецепт будет либо под постом, либо отдельной публикацией. Про чемоданчик мы с вами поговорили, про Махеева в Германии нет. К этому времени, девчонки, да, найдут варианты варенья. Спасибо огромное. Добрый вечер. Сколько градусов должен быть сироп? Мы сироп не варим ни по времени, ни по градусам. Представляете, мы варим только до соплей. Пересмотрите эфир, там прям я показываю, как сопли тянутся. Если по заварной технологии, то какие признаки готовности сиропа, буду завсегда благодарна. Такие же абсолютно, сироп тоже должен тянуться. У вас китайские красители в бутылке? Да, китайские красители в бутылке. А в черный краситель у меня просто в китайскую бутылку пустую насыпан черный какао. Какой размер вашего шикарного силиконового мешка? 55 сантиметров. Добрый вечер, добрый вечер. Печенье Орео можно будет. Кстати, да, прям печенюшку вставить. Тоже очень прикольно. Детский вариант вообще шикарный будет. Повторите, пожалуйста, номер насадки. Девчулечки, котики, там этих номеров нет. Просто берете... Идете в магазин, либо в интернет-магазин и смотрите все насадки, листики. Не лепесток розы, а лист, лепесточек, ну вот который, листик, которым делают траву. И выбираете просто, покупаете, они стоят там, ну, от 150 до 300 рублей. Ну, купите на 1000 рублей 3 штуки, побольше, средние, поменьше. И пробуйте, каждому свое. Добрый вечер, творческих успехов. Спасибо вам огромное. Серединка – это шоколад, на который насыпаны черные шарики, бусинки, а на второй просто крошка шоколадная. Можно шоколад натереть на терке и сверху насыпать, тоже не проблема. Так что про серединку я ответила. Вначале я рассказала про серединку.
Моргенштерн узнает, что вы его любите, и позовет на концерт. Ну, блин, мальчику 22 года, а тут тетеньке 44. Я не знаю, почему я слушаю Моргенштерна. Мне нравится его музыка, ну, потому что она простая, как 3 копейки, заводная, и когда ты куда-то идешь, просто поднимает настроение. Тем более он такой же прямой, как и я, он говорит то, что думает, мне это нравится. Где можно взять такой большой кондитерский мешок? В магазине купить, на Симоленде продается. Серединка из шоколада. Не фильм, концерт. Как вы держите такой большой мешок? Он тяжелый. Этот, когда у меня немножко совсем зефир, это фигня. Когда у меня полный замес, у меня мешок на плече лежит, и тогда я отсаживаю. Ну, привыкаешь, чего? Так бывает. Не могу. Сейчас в обнимку с букетом буду вести эфир. Не могу, надо же хвастаться. Ой, я не могу, прям я хочу похвастаться. И себя на странице еще не выставляла. Вот так буду сидеть и хвастаться. И читать сообщения. Так, девочки, здравствуйте, пропустила, подскажите, из чего черный центр. Вы в полотенце оборачиваете или это мешок? И это мешок, который я заказала сшить себе из одеяла. 55, 80, 70 сантиметров. На Симоленде продаются. Осталось узнать, как найти вас в Инстаграме. Вот прикрепленное сообщение. Пекарина торты. Смотрите, как будто меня наградили. Шикарный букет. Я сама налюбоваться не могу. Это, девочки, это первый мой букет за 9 месяцев. Я 9 месяцев не делала букеты. Я вела курсы. Я уже просто озверела. Я безумно соскучилась по своей работе. Протея сегодня на букете просто отпад. Ну да. Протеечки, вот они. У подсолнухов бутоны тоже есть. Да, они похожи на бутончики хризантем. Что насыпать в баночку, не услышала. Черный какао. Карина, на сколько минут у вас один день, всем на сколько цветов? Ничего не поняла. Вообще, когда я делаю цветы, если по времени цветов, по времени на каждый цветок, у меня 7 минут на цветок уходит вместе с замесом зефира. То есть средняя арифметическая скорость. Охрененно с макарониной для вертикальных букетов. Да, можно и шпажку. Шоколад ломкий очень, не пойдет, к сожалению. Либо шпажку, либо макаронину. А если нужно что-то потолще, тогда просто эту соломку. Зефирная мамочка Карина, да. Лучшая мама в мире. Спасибо за идею, очень полезно. Молодец. Похоже на растение хвощ. Ну да, чем-то, только не цветом. Сегодня эфиров моих нигде не было, только один сегодня. Астильба. Ой, надо запомнить. Я не запомню. Ну, вдруг. Напишите мне в личку, пожалуйста, Света Михайлюк. Как называется, что это астильба? Я буду вам очень благодарна. Аспарагус. Тоже напишите про аспарагус. Что за посыпка? Соломка подойдет. Кукурузные палочки покрашенные. Отлично измельченные палочки. На флористической проволоке, да, но опасненько. Так, кермек еще какое-то есть растение. На соломке, на фунчозе, как угодно. Сохраним эфир, конечно же. Так. Протея незаезженный цветок смотрится как настоящий. Спасибо. Анимоны мы делали? Нет, анимоны я в эфире не делала. Я решила сделать анимоны в эфире. У меня вылетел интернет. Я расстроилась, короче, и забила. Надо как-нибудь сделать анимоны. Я еще ни разу в эфире не делала. Королева покажет, как собрать букет у себя на новогоднем марафоне, который стартует у меня в субботу в 10 утра. Марафон платный. Мы там сделаем 4 новогодних букета с шишками, с ранункулесами, с хлопком, с гортензиями, с розами, с шаром из шоколада, с шаром из зефира. Я решила не делать карамельный, потому что карамель растает у вас на зефире. А карамельный я делала, это быстро отдал, подарил, сожрал, как бы вот такой вариант. Шоколад держится долго. И с варежками вязаными зефирными, и с шапонькой вязаной зефирной. Вы крепите каждый цветок на шпажку, когда букет собираете. Я креплю по своей технологии, которая позволяет цветам не вывалиться. Видите? Цветы не вываливаются. Их почтой России можно отправлять. Я бы сильнее тряханула, в принципе. Просто вот эти малыши,
они хреново держатся. Вот эти вот, видите, выпадают. Они держатся хреново, палочки. А так шикарно все крепится. Так, простите, в каком марафоне, тра-та-та. Ручным миксером можно делать такую красоту. Только очень долго, это гораздо дольше делать. Когда начнете учить на курсе, вначале на белковом, да, на курсе мы сначала учимся на белковом заварном, естественно, иначе нам придется ведрами зефир выкидывать. Доброе времени суток. Сколько времени можно хранить зефирные цветы при комнатной температуре и далее в холодильнике? В холодильнике я зефир, если он на магазинном варенье, не рекомендую хранить, потому что в магазинном варенье и так содержится консервант. Если на домашнем пюре, то в холодильнике хранить можно. Нужно сначала его подсушить, чтобы он... В принципе, в холодильнике вы можете сушить, хранить и влажный, не высушенный зефир. Но я этим не пользуюсь. У меня зефир разлетается, как пирожки горячие. Я не храню постольку. Пока отсадила основы, зефир в мешке запенился. Какая причина? Спасибо. Медленно работаете, раз. Может быть, персик был или абрикос, он дает такой эффект. Плохо взбитый зефир, он пенится. И мало сахара, значит, было. Для чего тряпочный мешок? Чтобы не остывал. Если сделать веточку белой, будет эдельвейс. Будет прекрасно, только сюда он не подойдет, к этому букету. Если купить новогодний курс, а потом еще купить стандарт, что будет бонусом? В стандарт бонусом я тогда дам эти самые, господи, как их звать-то? Грибочки, корзину с грибочками. А вы можете сначала купить стандарт и не покупать новогодний. Что-нибудь придумаем, какой-нибудь отдельный бонус дам обязательно. Дам сразу же автоматом вход на бесплатный вход на платный вебинар, на платный не вебинар, а господи, как он называется, марафон обучающий мой, который будет 2 дня, в субботу и воскресенье, вот в эти ближайшие, то есть послезавтра начнется. Он будет в записи, вход безлимитный, то есть зарегистрировались, попросились в доступ, я вас допустила, и вы спокойно. Мы там бонус у стандарта у нас 1 букет, а на марафоне мы будем делать 4 букета. Что-нибудь придумаем с бонусом обязательно, не переживайте. Марафон, мой марафон обучающий. Мы на нем будем делать 4 букета, посвященных новогодней тематике. Отработаем тоже там розу, гортензию, ранункулюс, шишку, хлопок, шар, шоколадный шар из зефира, просто в молде, и шапочку вязаную, и варежечки. Можно носочки. Новичок после эфира платного получит цветы. Ну да, мы будем в белковом заварном их разбирать. Все зависит от вас. Смотрите, слушайте внимательно. Получится, конечно. Обязательно. Так, красиво, супер. Как попасть на марафон? Для того, чтобы купить у меня курс, для того, чтобы попасть на марафон, пишите, пожалуйста, ко мне в директ. Вот здесь внизу прикрепленное сообщение будет. Оплатить с Украины прекрасно. Приватбанк, по-моему, не знаю, на Сбер просто просят они фамилию, имя, отчество латиницей, номер счета, и все прекрасно прилетает. Вот букетик подальше. Вот он, такой огромный букетище. Значит, курс, если вы оплачиваете полностью цены просите и состав курса, да, программу курса я высылаю вам в личку, вы ознакомливаетесь, спокойно читаете, взвешиваете все за и против. 20% скидка до 1 декабря, если оплатите полностью курс. Приходите, наконец-таки я вас научу. Я 9 месяцев не жила дома, я провела больше 35 курсов, я выучила 300 человек с лишним для того, чтобы набраться опыта и понять, что онлайн обучение возможно. Western Union, конечно, можно оплатить. Марафон мой стоит новогодний 3500. Мы за 3500 соберем 4 букета. 4 букета. Полный состав цветов марафона и что мы будем делать, я вам отправлю по запросу в директ.
Пишите, пожалуйста, интересуйтесь. За спрос денег не берут. Лучше мы вам скинем информацию, вы почитаете, посмотрите, надумаете, приходите, пожалуйста, я буду очень рада. Официальные продажи будут только перед Новым годом курса. Курс сам стартанет 10 января. Может быть, будет и пораньше начнется обучение. Обучение реальное, настоящее, с проверкой домашних заданий, не абы как. Будет лайт тариф 4 недели, стандарт 6 недель и VIP 8 недель. Приходите, девчонки, я очень вас жду. Давайте же уже с вами засыпем этот мир красивущими, вкуснющими зефирными цветами. Все, девчонки, я пошла собирать вещи, мне нужно столько всего собрать, вы не представляете. Я уже капец как устала. Я 2 дня долбилась с этими букетами, потому что все с нуля, придумывала какие-то фишки. Это первый мой букет за 9 месяцев, поэтому я вот такая вот. И вчера целый день 4 марафона подряд было, это была жизнь. Все, люблю, целую, до встречи на обучении. Кондитера еще не нашла, кондитера ищу.